Был на вершине, но вышел из доверия. Генерал, которого СМИ называли другом Путина, убит. Путинские чиновники, закручивая гайки, сорвали резьбу. Россияне начали оказывать сопротивление цензуре. Вооруженное убийство в центре Москвы с политическим мотивом. Эхо лихих 90-х. Киллер, доставленный из Казахстана в Беларусь, услышал приговор. Какое наказание понесет участник самой кровавой группировки страны, которую крышевали на самом верху? Москва потребовала у Астаны выдать критика Кадырова. Как ответили в Казахстане? Диктатор снова меняет профессию. Лукашенко явил миру новые таланты, довел женщин почти до истерики. Об этих и других событиях к утру субботы 31 января. Все, что действительно важно сегодня. Новости Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Раньше других. Россия своих не бросает. Формула расхожая, но в очередной раз не работает. Москва открестилась от танкера «Гринч», задержанного французскими военными в рамках борьбы с теневым флотом Кремля. Мария Захарова заявила, что судно никак не связано с Российской Федерацией. Что касается упомянутого вами танкера, то по имеющимся в открытых источниках сведения, у него какая-либо связь с нашей страной отсутствует. По словам Захаровой, экипаж – граждане Индии, а владельцы груза ей ничего не известно. Забыла добавить, что такой танкер в любом военторге можно купить. Франция думает иначе. 22 января Эммануэль Макрон объявил о задержании судна в Средиземном море, назвав его частью теневого флота, который помогает финансировать войну против Украины. Но теперь, как заявил Зеленскому французский коллега, Париж вынужден будет отпустить «Гринч». Действующее французское законодательство не позволяет держать танкер под арестом, но Макрон уже пообещал это изменить. Вчера положил партбилет на стол, а сегодня голову на плаху. В Китае распространяется слух о ликвидации провинившихся генералов. Как пишет информированный телеграм-канал «Китайская угроза», Чжан Юся и Лю Дженли убиты. Ранее появились сообщения, что уже бывшие глава Центрального военного совета КНР и начальник Объединенного штаба якобы руководили заговором и пытались арестовать Си Цзиньпина. Как пишут некоторые ресурсы, военачальники якобы готовили государственный переворот под предлогом спасения партии и страны. После смещения и ареста товарища Си Китай должен был сменить курс своей внешней и внутренней политики, но в какую сторону – неизвестно. Зато известно, что Чжан Юся играл ключевую роль в военном сотрудничестве коммунистического режима с Кремлем. В СМИ генерала часто называли китайским другом Путина. Они встречались в Москве всего пару месяцев назад, но в Пекине выдвинуты совсем другие обвинения. Как недавно писал The Wall Street Journal со ссылкой на участников закрытого брифинга для высшего командного состава КНР, Чжан подозревается в передаче Соединенным Штатам технических данных о ядерной программе Китая. Война близко, и Польша усиливает небо. Руководители правительства страны подписали контракт с норвежской оборонной компанией Kongsberg Gruppen на создание системы ПВО САН. Сумма сделки свыше $1,5 миллиарда. То есть целый систем. Это целая система взаимосвязанных исполнительных механизмов и датчиков, которые реагируют на угрозы с воздуха, включая самолеты, вертолеты и, прежде всего, угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов. Беззалоговых статков повietrznych. Решение приняли после тревожного сигнала осенью. В сентябре 20 российских беспилотников показали, насколько страна уязвима. Для ликвидации небоевых дронов в небо поднимали истребители, а сбить удалось лишь четверть БПЛА. Контракт предусматривает поставку 18 батарей ПВО, включая радары, обнаружение и средства поражения. Сегодня мы являемся свидетелями абсолютного прорыва в эффективной и действенной обороне восточной границы Польши, Европы и НАТО.
«Сан» — это комплексная многоуровневая система защиты, в состав которой войдут 30-миллиметровые пушки, использующие программируемые боеприпасы, недорогие высокоточные ракеты, дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения вражеских БПЛА в воздухе, и сенсоры, позволяющие видеть цели, которые прячутся от РЭБ. Главным подрядчиком станет государственная польская группа Зброенева. Консберг расширит производство уже в Польше. Проект входит в инициативу «Восточный щит» и финансируется через программу ЕС «Сейф». Закручивание гаек в путинской России вызывает не просто ропот, а сопротивление, причем вооруженное. 19 января в Москве прямо на проходной здания Роскомнадзора был зарезан сотрудник ведомства, отвечавший за блокировки и замедление интернета. На место сразу прибыли чекисты, а информацию о следствии засекретили. Что касается погибшего, то, согласно утечкам, Алексей Беляев проработал в Роскомнадзоре более 10 лет. На момент нападения он был в должности заместителя начальника отдела контроля и надзора в сфере связи. Это один из ключевых отделов ведомства. Но убийство не было какой-то бытовухой, а целенаправленной акцией. Как утверждает телеграм-канал ВЧК ОГПУ, путинского цензора убил 16-летний школьник. Подростка задержали по горячим следам. Матери обвиняемого удалось получить фрагмент постановления. Дело квалифицировали как убийство по мотивам политической и идеологической ненависти. Следствие утверждает, что школьник заранее готовился к нападению и был противником деятельности Роскомнадзора. Еще в декабре он якобы приходил к зданию ведомства и наблюдал за ним. Агрессор перестал бить по энергетике, но продолжает бомбить мирное население Украины. Средь бела дня российские войска обстреляли Херсон из систем залпового огня. Под удар попало маршрутное такси. Снаряд ударил прямо по автобусу. Водитель погиб. Он не дожил всего день до своего 48-го дня рождения. 5 пассажиров получили ранения, 2 в тяжелом состоянии. Тем временем Вильнюс просит Гаагу выдать новые ордера для россиян. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис обратился в Международный уголовный суд. Поводом стали массированные удары Москвы по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Эти систематические нападения очевидно направлены на то, чтобы оставить жителей Украины среди зимних морозов без электричества, тепла и воды. Нельзя квалифицировать иначе, как умышленную попытку физически уничтожить украинцев как группу. Будрис призвал МУС выдать новые ордера на арест российских чиновников, ответственных за эти атаки. В марте 2023 года суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. В Литве настаивают, этого уже недостаточно. Экстрадиция вместо защиты. Казахстан согласился выдать России чеченского активиста Мансура Мавлаева, несмотря на риск пыток и убийства. Генпрокуратура в Астане удовлетворила запрос Москвы. В России Мавлаева обвиняют в финансировании экстремизма. Речь идет о переводе денег на криптокошелек оппозиционного канала, который силовики сами и создали. Ранее Казахстан отказал Мавлаеву в статусе беженца. Это решение обжалуется. Слушание назначено на 11 февраля. Но экстрадиционный процесс уже запущен. Мавлаеву 29 лет. Он передавал правозащитникам данные о похищениях в Чечне, за что, по его словам, и поплатился. В 2020 году его осудили по наркотической статье. Он называл дело сфабрикованным. После освобождения в 2022 его снова похитили чеченские силовики и держали в тайной тюрьме. Меня под пытками заставляли подписать то, что вот эту статью, которую они сфабриковали. Мавлаеву удалось бежать. Теперь правозащитники предупреждают, если его выдадут России, его почти наверняка отправят в Чечню, и живым он может не вернуться. Процесс, который заставил вспомнить лихие 90-е. В Беларуси осудили киллера самой кровавой группировки страны. Он десятилетиями скрывался от закона по поддельным документам в России, а потом в Казахстане. Но в марте прошлого года был экстрадирован на родину. Виктор Рецкий входил в самую лютую ОПГ Беларуси, так называемую банду Морозова, наводившую ужас на полумиллионный Гомель. Следствие доказало причастность фигуранта только к 2 жестоким убийствам. Официально
Официально всей банде в свое время инкриминировали таковых 3,5 десятка, но как журналист, много писавший на эту тему, я лично могу заявить, трупов могли быть сотни. А крыша у этой банды была самой высокой в стране. В 1998 году, еще до исчезновения ряда оппонентов Лукашенко, бесследно пропал так называемый смотрящий по Беларуси по кличке Щавлик. Лукашенко публично прозрачно намекал, что это произошло не случайно. Вслед за Щавликом по надуманным обвинениям расправились и с рядом других криминальных авторитетов страны, но Морозова и его банду силовики всемогущего диктатора не трогали до 2005 года. Лидеры группировки могли бы нам много рассказать об этом совпадении, но их быстро нашли и быстро расстреляли. Еще 20 лет назад. А вот Рецкому повезло. Киллеру присудили всего 15 лет лишения свободы, а это меньше, чем ряду белорусских оппозиционеров. Самый жестокий за десятилетия. В Соединенных Штатах из-за мощной зимней бури погибли как минимум 85 человек, сообщает Associated Press. Шторм ударил по востоку и югу страны и стал самым сильным за более чем 30 лет. Морозы, по прогнозам синоптиков, могут продержаться до середины февраля. Почти половина погибших в южных штатах – Теннесси, Миссисипи и Луизиане. В одном только Нэшвилле без электричества 5 дней остаются около 80 тысяч домов и предприятий. По всей стране без света более миллиона потребителей. В ряде районов севернее Питтсбурга выпало до 50 сантиметров снега. К ликвидации последствий подключили Национальную гвардию. Полиция и пожарные обходят дома, проверяя пожилых людей, с которыми не могут связаться родственники. Тем, кто отказывается эвакуироваться, помогают заряжать телефоны и покупать еду. Для тысяч американцев зима прямо сейчас вопрос выживания. Ну, во-первых, я историк. Я, Дмитрий, пограничник. Да. Вы имеете дело с фотографом. Таланты Александра Лукашенко можно перечислять и дальше, но теперь несменяемый руководитель Беларуси раскрылся с новой стороны. Крепкий хозяйственник переквалифицировался в косметолога. Вот вы, Оля, и другие молодые девушки, особенно и женщины в целом, вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело медом обмазываетесь, если кто-то в парилку идет и так далее. Я же это понимаю, знаю. Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Оставлю это без комментария. Почитаю лучше ваши. Какие сюрпризы готовит Трамп для Ирана, а какие для Кубы? Где Зеленский предложил встречу Путину? Какими новыми способами ЕС собирается душить теневой флот России? Где из окна выпал банкир и где можно будет пройти по золоту? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. До встречи вечером.